Вот такой вот приборчик. Мы им пользуемся. Это таймер для воды. Мы пользуемся им уже 3 года. И он у меня установлен там, где у меня трюфели. Деревья с трюфелями. На солнечных батареях. И вчера, поскольку уже 11 марта, я решила подключить воду. 2 недели не было дождя, уже нужно подключать воду. Хотя земля еще такая влажная слегка, но уже лучше поливать. И вот эта деталь треснула, откололась. Я ходила на прогулку и иду, вокруг, как назвать, neighborhood называется. В общем, здесь идет дорога вокруг, 30 минут, короче говоря. И возвращаюсь, слышу какой-то странный звук. Думаю, что за звук? Не было этого звука. Подхожу к нашей территории. И подхожу ближе, и понимаю, что это звук идет вот от поливочной этой системы. Здесь вот фильтрик стоит. Короче говоря, что происходит? Вот здесь на обратной стороне написан производитель. Мой муж написал имейл. Здесь есть серийный номер. Мой муж написал письмо производителю и послал вот эту фотографию сломавшейся детали. И как мне приятно, в Америке вот такой классный сервис. Производитель написал ему ответ, и мы ждем вот эту новую деталь. И они послали нам эту деталь совершенно бесплатно. Вот так в Америке бизнес ценит своих покупателей. У меня волосы немножко еще мокрые. Это мы с моей подружкой были в бане сегодня. Так что выгляжу после бани. Хочу вам еще показать. В Costco случайно первый раз. Я здесь уже 8 лет в Америке. И первый раз купила я вот это чудо. Называется Kiwi Berries. Или Hardy Kiwi. В общем, выглядит как маленькие-маленькие киви. Очень спелые, такие слегка мягкие. Тоненькая, такая кисловатая кожурка, а сами такие вот сладкие, как зрелые киви. Очень классная вещь. О существовании этих плодов я раньше не знала. А теперь я думаю, что я соберу семена, почитаю в интернете, можно ли их выращивать здесь у нас, и попробую вырастить, если это возможно. Я помню, когда я была в Сочи, а точнее в Адлере, в Адлеровском районе даже, это совсем это поселок, я даже не помню, Пионерский, что ли. Это последний населенный пункт перед Абхазией. Так там у хозяйки, она из семян вырастила лиану, настоящие киви, у нее росли. Сегодня на ужин я решила приготовить супчик из морепродуктов. Называется он Чио Пино. Мне он очень нравится. Рассказываю коротенько, как его приготовить. Он очень вкусный. Нужно сделать такой сначала томатную базу. Обжариваете лучок, обжариваете его небольшое количество любого растительного масла и добавляете обязательно сливочное масло. Пассируете лук до мягкости и такой легкой карамелизации. Добавляете томаты. У меня консервированные, называются diced tomatoes. Это помидорчики, разрезанные на кусочки. Я купила целую упаковку, и вот одну такую банку выливаем туда, тушим, добавляем специи, чеснок обязательно, соль.
Потом добавляем любой, ой, как он называется, broth или сток, или господи, из головы выбила. Добавляем бульон. Я добавила куриный бульон, очень хорошо будет сочетаться куриный, знаете, как уха из петуха. В общем, сочетаются они по вкусу очень хорошо. Затем я перемалываю всю эту основу в блендере. Дальше я довожу до кипения, добавляю по вкусу пару столовых ложек уксуса. Ну, я люблю рисовый уксус или белый винный уксус. Можно любой уксус, даже самый обычный добавить. Потом, если у вас не очень много лука, то получится недостаточной сладости, поэтому вы вот эту вот кислоту можете погасить немножко, добавив сахара. Обязательно соль, базилик. Нужно обязательно добавить, чтобы базилик, он настолько меняет этот вкус. Потом из специй я что еще добавила? Лавруху, чеснок, кориандр и паприка. У меня даже была копченая паприка. Вот. Вы доводите это до кипения. И у вас уже это выглядит как такой, не как крем-суп, крем-пюре, а такой немножко не такой густой делать. Ну, в принципе, как вам нравится. Можете погуще, можете... Я не люблю очень густой. Потом вы добавляете какую-нибудь белую рыбку. Но у меня это была треска. Порезали, добавили, закипело. Минут 5 покипело. После этого вы добавляете морепродукты. И уже когда вы добавили морепродукты, а это могут быть кальмарики, там креветки, иногда прямо целые наборы продаются, вот как я купила в каком-то магазине, не знаю, в Костко или где я купила, там целый набор морепродуктов. И осьминоги маленькие, все что угодно. И вы добавляете, кипятите ровно 1-2 минуты, в зависимости от того, какого размера у вас кусочки. Выключаете, все. Супчик ваш готов. Подается он с поджаренными греночками. Невероятно вкусная вещь. Переверну сейчас камеру и покажу вам. Вот мой супчик. Видите, он кипит. Я как раз добавила белую рыбку. Он уже достаточно хорошо покипел. Сейчас я добавлю морепродукты и вам покажу. Вот половина упаковки. Видите, Seafood Blend. И написано Shrimps, Calamari, Greens and Bay Scallops. Вкуснятина всевозможная. Добавим сейчас. Вот я все добавила. Сейчас доведу до кипения, пару минуточек и выключаем. Можно еще черный перец, кто любит. Но я так, в тарелку его немножко добавлю, а в сам суп не буду добавлять. Нарвала немножко зелени в моем огороде. У меня зимой шикарно растет любая зелень, кроме базилика. Вот укроп, петрушка, чай, лук, силантро. И я вот немножко всего насобирала в пучочек. Добавим в этот супчик. И черный хлебушек. Смотрите, какой классный черный хлеб. Это я сама испекла. Мы были в Лос-Анджелесе. И там есть французский магазин с продуктами из Франции. И они продавали живые дрожжи. Не сухие, а вот именно те дрожжи, которые я помню в Советском Союзе, когда я маленькая была. Сухих дрожжей вообще такого понятия не было. И вот я испекла черный хлеб, и, ребята, получился идеальный хлеб. Так что приятного аппетита! На сухих дрожжах у меня такой хлеб не получается.
Я пробовала печь хлеб на закваске. Сама делала закваску. Все в интернете посмотрела. Не получается. Вкусный, хороший хлеб. Закваска, на закваске, ну, какая-то она слабая очень. Лучше на сухих дрожжах, а вот на этих дрожжах живых вообще небо и земля. Причем на этих дрожжах он настаивается, тесто настаивается очень быстро, растет быстро. Просто супер. И очень хороший вкус и запах именно ржаного хлеба. Суп очень вкусный. Здесь этот суп в Америке. Если хотите попробовать, то вы его найдете в итальянских ресторанах. Хотя чиопино это не итальянский суп. Если вы откроете интернет, то в интернете написано, что его придумали в Сан-Франциско. Сегодня 12 марта. Я вчера получила посылку, заказывала на Амазоне семена вот этих вот киви беррис. Но я когда их заказала на Амазоне, я тогда еще их не пробовала, я просто о них узнала на YouTube. Заказала на Амазоне и заказала семена, так, пепино мелон. Вот. И они у меня вчера пришли. А тут вот по случаю мы купили в Костко семена Харди киви, вот этих маленьких киви. Поэтому сегодня я, вчера их замочила на сутки, семена, а сегодня попробуем посадить. Но вот эти Харди киви, бэйби киви их называют, они такие несчастные, их совсем мало, не знаю, может 10 штук, 15. Попробую посадить их и пару-тройку ячеек еще посажу семена прямо отсюда, с этих вот ягодок. Я знаю, что обычно, если просто посадить в землю, они не взойдут сразу, а взойдут только через год, потому что так называемая стратификация необходима, то есть зимний период. Без этого зимнего периода они не очень сильно всходят. Ну, посмотрим. У нас тут, знаете, зима-то такая, зимой особо не назовешь. У меня есть вот такой блок на 16 ячеек с такой крышкой. Очень удобно. Сначала вы накрываете, а потом вот так переставляете, и у вас вот так все растет, и поливаете. Так что подготовим сейчас землю. Землю я купила. Вот такую землю купила. Называется Potting Mix. Какой-то микс. А вот это у меня прессованный торф кокосовый. Он очень хорошо для рассады. Впитывает хорошо воду. Так что мы сделаем такой микс. Так. Сейчас я залью его горячей водой. Я думаю, что мне хватит немножко. Он разбухнет. И добавим землю. Но земля, знаете, такая труха. Как в Калифорнии делают землю. Старые деревья, которым лет по 15, на фермах, вот где выращивают плодовые деревья или орехи. 15 лет где-то дерево дает плоды, а потом его перестают поливать. В Калифорнии все фермерство идет на поливе. Здесь дождей нет. Зимой немножко проходят дожди, но этого очень мало. И потом вот эти деревья высыхают, их перестают поливать. Потом их срубают. И их сразу же на поле
приезжает специальная машина, и их перемалывают в труху. И потом эту труху рассыпают на эти же самые поля. И если трухи как бы много, то эту труху, может быть, даже компании специальные такие есть, которые принимают эту труху, им как-то продают. И они уже из этой трухи делают землю, а делают они ее, видимо, добавляют какую-то органику немножко. И через год, два, три эта труха, она перепревает и превращается в такую уже, ну, полуземля, что ли, ее назвать. Но это еще не полноценная земля. Потому что мы, когда покупали, называется garden soil. То есть garden это у вас, ну не знаю, сад, огород. Soil это земля. И вот я когда положила, например, вот везде в горшки, у меня первый год растения настолько плохо в ней растут, потому что это пустая абсолютно земля, никаких там микроорганизмов нет. Но вот этот пакет, но это еще более-менее здесь хоть похоже на землю, хотя попадаются такие вот и палочки. Так. Что еще мы сюда добавим? Ну вот я думаю, что уже более-менее нормально. Я сюда добавлю микориза, у меня вот такая есть, фанги, микоризал фанги. Это продается, я покупала в Walmart. Здесь такие вот пакеты, разбавляете с водой и поливаете. Я когда начала поливать все мои горшки, растения вокруг вот этой микоризой, она очень хорошо растет на древесной вот этой почве. Такой симбиоз получается классный. И на следующий год иногда даже грибы вырастают. Ну и растения потом растут намного лучше. Вот здесь у меня уже начатый пакетик есть. Я добавлю немножко этой микоризы, потому что она как раз вот с древесиной с этой будет супер. Конечно, в древесине в любой есть натуральная, так скажем, микориза. Грибы какие-то там, знаете, все это есть. Я немножко добавлю. Но когда добавляешь еще вот специально, оно намного быстрее получается. Потому что натурально вы будете ждать здесь, засушливый климат, будете очень долго ждать. И еще я немножечко совсем пудры гормон для корней добавлю. Совсем чуть-чуть. Все. Так, еще одна важная деталь, потому что, не знаю, лучше, мне кажется, вот когда вы замочили все это, сделали и потом пролили хорошо горячей водой, чтобы почва была такая горячая. И потом лучше, мне кажется, даже какое-то время и не поливать, не трогать, не тревожить, пока эти маленькие саженцы. Поэтому я добавлю еще перлит. Ой, он такой воздушный. Добавлю чуть-чуть перлит. У нас в магазинах здесь чего только не продают. Можно, в принципе, но я в этот раз была в магазине, я почему-то не увидела. Там часто продают уже готовую почва-смесь для рассады. Вы просто ее берете и в контейнеры свои или куда-то, где вы выращиваете, уже все готовое продается. Ну, поскольку я для каких-то целей покупала вот эту землю, я решила ее использовать и сама сделать свою собственную. Так, вот мы перемешали. Выглядит все просто супер класс. Так, заполняем. У меня такая специальная ложка я отвела, которой мы не едим. И вот 11 марта я планирую до мая. Если будет хорошая погода, я поставлю это на улицу. У нас, честно говоря, следующая и последующая неделя практически лето уже. Но если какие-то возвратные, не дай бог, заморозки, хотя в этом году зима была очень мягкая, то кассеты занесу внутрь. И вот посмотрим.
А уже в мае я буду высаживать все на места. В горшки, в большие горшки, где уже на постоянное место. Все будет жить на постоянном месте. У меня, кстати, не так много мест для выращивания чего-то. Не так много. Вот этот пепино мелон, я даже не знаю, это посленовые. Называется пепино, по-итальянски значит маленький. Мелон это переводится как дыня. Выглядит как дынька, но на самом деле свойства, конечно, дыни там близко даже не стоят. Это растение больше напоминает баклажан по внешнему виду или помидор какой-то экзотический, но по вкусу люди говорят, что похоже на дыню, грушу, что-то такое. Попробуем. В нашем климате, я думаю, должно расти. Вот. Сделала я прямо идеально. Сильно не утрамбовываю. Так, процедура. Закладываем, поделим пополам. И положим мы в каждую ячейку, я положу по 4 семечка. А потом посмотрим, может быть, какие-то удалю, если все взойдут. А может быть, оставлю. Потому что у меня не так много места, где это все можно выращивать. Вот эти маленькие киви из плода, как я сажаю, я их по одной сюда не сажаю. Вот так выдавливаю и сразу целый пучок и накрываю землей. Девочки, в одном из следующих видео для вас сделаю такой обзор на косметику. Я заказала косметику Joann's Road. Тональные вот такие вот крема. Покажу вам, как на зрелой коже. Joann's Road это косметика у нас для зрелой кожи. Потому что с возрастом, когда вам больше 50, и вы не пользуетесь, знаете, уколами гиалуронки в кожу. Вот у меня обычная кожа. Нормальная, естественно, стареющая кожа. Когда у вас такая, знаете, без морщин, раздутая этой гиалуронкой, опухшая, отекшая кожа, на ней, наверное, там любая косметика будет смотреться хорошо. У меня же, я не могу ей вообще пользоваться никакими тоналками. Во-первых, быстро все впитывается, и морщины, в общем, я выгляжу лет на 30, на 20 старше. Я решила попробовать, в Инстаграме попалась мне реклама, я посмотрела и заказала себе. Сначала заказала так называемые бальзамы. Miracle Balm называется. Я заказала 4 цвета. Расскажу вам, как это все ощущается, покажу, какие цвета. Вот. На запах тоже как. Потом заказала я вместе с этим Miracle Balm влажные тени. Тоже покажу. И заказала вот такие карандаши. Называются они The Face Pencil. Ну, корректоры, что ли, их назвать. Тоже несколько оттенков. Они очень близкие друг к другу. Я заказала. Покажу вам, расскажу про ощущения. Так, ну и вот это называется Wet the Foundation. То есть влажная база, что ли, перевести для лица. 2 оттенка я заказала. Слоновую кость и бежевый. Один более холодный, один более теплый. Ну, такие, которые подходят для моей кожи. По секрету скажу, я уже попробовала вот эту вещь. И в течение дня вот этого ощущения, как бы, что тональный крем у вас абсолютно полностью впитывается и видны все морщины, вот этого нет. Скрывает хорошо все недостатки. И
Короче говоря, для моей кожи идеально подходит. Вот покажу вам это. Потом я заказала, ну, как бы увлажняющий крем с тональным оттенком, что ли. Вот такой, бежевый. Поскольку что-то я заказывала в наборах, то мне пришла еще тушь черная. Я могу сразу вам сказать, что я не в восторге, потому что это черная тушь. Я черной тушью, мои глаза выглядят просто нелепо с черной тушью. И кисточка мне вот это не очень нравится. Затем я заказала еще помаду, блеск и помаду. Все такое естественных оттенков. Уже все попробуем. И вот такой блеск. Блеск очень приятный. Такой с мятой, что ли, с мятным маслом. Его когда наносите, прямо губкам очень-очень приятно. В американских магазинах я люблю семки. И семки, они, знаете, полезны тем, что в них очень много клетчатки. Девочкам за 50 клетчатку нужно есть обязательно. 30 граммов клетчатки каждый день. И вот то, что я заказала на Амазоне, вот эти семечки премиум джамбо. Написано roasted and salted. То есть слегка подсоленные. Я их уже попробовала. И такие обжаренные. И вот такие семки. Но это, знаете, так скажем, на безрыбье и рак рыба. Они не очень вкусные. И они как бы... написано, что обжаренные, но на самом деле они более подсушенные, чем обжаренные. Очень такая твердая у них оболочка. И знаете, я люблю все-таки чистые, когда семечки, хотя я не беру с кожурой в рот. Я руками чищу всегда семечки. Но даже руками, когда чистишь, я как бы немножко не люблю вот этот момент, что если я не вымыла семечки перед тем, как я их ем, как-то мне некомфортно. И что я решила поискать? У нас же тут забота о животных, о птицах. И я нашла вот такой пакетище семечек. Видите, sunflower oil. Но это для птичек. Вот в таких пакетах продают еще больше. Раза в 2-3 пакета. Огромные. Они немножко мелковатые, эти семки. Но это намного лучше, чем вот эти. Я их сама помою, обжарю. Если захочу с солькой, можно и сольки добавить, перед тем, как жарить, чтобы она немножко в кожуру впиталась. Просто идеальный вариант. Вот кто не знает, кто очень любит семки в Америке, обратите внимание, продаются такие пакеты. Вот этот конкретно я купила в магазине Walmart, поменьше. А огромный пакет, я бы его даже поднять не смогла. Это в магазине Tractor Supply. Точно такая же компания. Но если вы будете с мужчиной, он вам поможет погрузить в вашу машину.